всем привет! Сегодня тема очень важная, интересная, прямого эфира. Обязанности работодателя. Хотела вам рассказать очень важную тему по трудовому законодательству. Очень часто люди не знают, интересуются по вопросам, какими нормами законодательства регламентируются, когда у них возникают споры с работодателем. Поэтому статья 13 Трудового закона Эмират, который был введен недавно, 2 февраля он вступил в силу в этом году, заменил собой трудовой закон, который действовал еще с 80-го года. Теперь у нас новый трудовой закон, и он гораздо более, конечно, если вы посмотрите мои предыдущие эфиры прямые, там есть в целом пояснение по основным изменениям, но в данном конкретном эфире я бы хотела затронуть тему именно обязанности работодателя. Причем очень важный момент, друзья, этот закон распространяется на всю федерацию, на все Эмираты, за исключением, конечно, я это очень часто говорю, DIFC и Abu Dhabi Global Market. У них есть свой трудовой закон. Здесь этот закон распространяется на фризоны, на мейнлейт компании, но только не на те фризоны, которые я уже сказала выше. Итак, статья 13 регламентирует, я буду читать вам прямо дословно, чтобы вы сами потом могли прослушать. Если вам интересно, задавайте вопросы, обсудим. Очень важный момент, друзья, что вообще статья, я сейчас вам буду по ходу рассказывать про каждый пункт, но на самом деле есть такие, знаете, общие фразы, когда в целом, для вас это не имеет никакого, в принципе, какого-то правового эффекта. И есть очень важные пункты, которые я буду останавливаться подробно и рассказывать про эти обязанности работодателя. Итак, первая обязанность работодателя – это хранить запись файлы рабочих в соответствии с условиями, правилами, которые приняты министерством. Здесь мы говорим о защите базы данных, в том числе, друзья. Поэтому документы ваши должны храниться не менее 2 лет. Кстати, это видео будет полезно, эфир посмотреть также тем, кто является юридическими лицами, да, потому что если вы создаете компанию на территории Эмирата, нанимаете работников, вы должны понимать, что помимо обязательств у вас перед госорганами, у вас перед государственными какими-то предписаниями, правилами, в том числе у вас есть обязательства перед работниками. Также это будет полезно для любого экспата, который трудоустраивается в Эмиратах, чтобы хотя бы понимать, с чего можно, что требовать с работодателя. Итак, первое, это то, что хранить базу данных по вашему работнику не менее 2 лет. Очень важный момент, друзья, то, что второй пункт предусматривает, это статья 13, опять же, не отбирать документы работника. Очень часто этим грешат работодатели, когда забирают паспорт, забирать паспорт они не имеют права. Сейчас тем более отменили вообще необходимость проставлять штампы на ваш паспорт, поэтому такого причины, оснований вообще забирать ваш паспорт сейчас даже вообще нет. Раньше это было под предлогом, что мы сделаем вам штамп. Потом это не возвращалось. Думаю, что сейчас с этим будет уже проблем меньше. Третье – это установить рабочие правила, предписания, инструкции, штрафы, возможно, внутренние нормативные акты утвердить. Этот пункт, друзья, очень важен, когда у меня работники спрашивают, на что я имею право, и когда работодатели, как правило, это бизнесмены, они спрашивают, как я мог бы, например, своего работника обязать выполнять какие-то нормы, которые не предусмотрены трудовым договором. Я сейчас говорю не то чтобы нормы, а вот внутренние правила трудового распорядка, например, да, элементарно, во сколько приходить на работу, какие часы отдыха предусмотрены, время перерыва, сколько у вас будет дней отпуска, и все вот эти вот основные нюансы, моменты, возможно, сохранение конфиденциальных сведений компании, это все можно предусмотреть внутренними документами компании, и вот они должны быть утверждены. То есть, если, опять же, работодатель хочет привлечь работника к ответственности, к дисциплинарной, в данном случае имеется в виду, то в любом случае он должен опираться на то, что работник нарушил какие-то правила внутреннего трудового распорядка, возможно, или какие-то внутренние нормативы, документы компании, которые ему были под роспись, ознакомлен он был. Понимаете, вот этот важный момент, что вы работника ознакомливаете. Если вы как работник нарушаете правила, которые предписал вам работодатель, еще это было письменно до вас доведено, и это находится в общем доступе, вот в этом плане этот пункт предусматривает необходимость, что соответствующим образом утвердить и донести до работника. Правило, значит, пункт 4 этой же статьи, друзья, предусматривает, что работодатель обязан предоставить адекватное жилье.
То есть это должно быть для того, чтобы, если мы говорим о работодателе как о принимающей стороне работника, то он, соответственно, устанавливает ему соответствующие условия труда и отдыха, в том числе. Это не говорит о том, что вы обязательно должны снять квартиру для всех работников. Эта норма предусматривает в целом, если вы замечали, кто заключает уже трудовые контракты, у вас есть пункт, да, из чего состоит как бы базовый оклад работника есть и есть как бы дополнительные платежи. Здесь дополнительным платежам относится в том числе, возможно, средства связи оплачивается, проезд оплачивается или оплачивается в том числе жилье. Ну, здесь уже как на усмотрение сторон они решают, там может быть и 1000 дирхам, может быть и 3000 дирхам. Пятый пункт предусматривает обязательство работодателя инвестировать в развитие навыков работника, то есть обучать его периодически, повышать квалификацию. Но опять же, это, знаете, более декларативного характера норма, потому что на практике еще не было такого спора, чтобы работник приходил и говорил: работодатель меня не обучает, не повышает мне квалификацию, не отправляет меня на какие-то курсы. Да, сами понимаете, что это больше написано, что, наверное, общего такого декларативного характера. Значит, обеспечить нормальные условия труда, друзья. Это очень важное, опять же, обязательство работодателя оберегать от профессиональных травм, заболеваний, которые могут возникнуть у работника, обеспечить информационную защиту, да, правила, то есть ознакомить, обучение рабочих, избежать, чтобы рисков периодически оценивать, охрана здоровья, безопасности. Знаете, это больше относится очень часто, не только же в офисе работают люди, очень часто люди работают на стройках, и здесь бывает такое, что очень важно, чтобы работодатель давал средства защиты, соответствующие каски, или, например, обязательно там сокращал ему рабочее время, когда период Рамадана, то есть это все сказывается на здоровье, обеспечивает ему соответствующую защиту, профилактику, поэтому очень важный такой момент, что если этого не предусмотреть, потом государство не сможет наказывать таких недобросовестных работодателей. Значит, 7-й пункт, дальше спускаемся. Смотрите, принять все необходимое для того, чтобы работник был осведомлен о своих правах и обязанностях на работе, соответствующие характеру работы его работников, работодателя. То есть, ну, эта норма, опять же, перекликается с тем, что мы говорили уже о том, что это обязанность работодателя информировать работника о том, чтобы он был на работе, знал, как работать правильно. То есть, если вы не информировали его надлежащим образом, вы не можете в последующем требовать его соблюдения всех этих внутренних правил, распорядка, обеспечения защиты. В том числе это касается, когда работают с опасными химикатами, возможно, или с, скажем, источниками повышенной опасности, в том числе электричество и так далее. То есть элементарно предусматривать все эти нормы и ознакомливать работодатель обязан работника. Очень важный пункт, друзья, вот здесь вот два важных пункта: это оплачивать медицинские расходы работника в соответствии с действующим законодательством и внести расходы на страхование. Друзья, расходы на страхование несет работодатель. Очень часто, ну, греха что таить, да, очень часто бывают работодатели, которые говорят: страховку сами себе покупайте, я вам куплю просто какую-нибудь дешевую. Ну, или так говорят, разные бывают случаи, или, например, сами работники хотят доплатить и докупить себе хорошую страховку, потому что если у вас работа связана в том числе с возможностью возникновения профессиональных заболеваний, то тем более важно, чтобы страховка покрывала очень большое количество ваших возможных заболеваний. Здесь уже зависит от работодателя, друзья. Здесь бывают очень хорошие работодатели, которые дают очень большую, хорошую страховку. Я встречала, в принципе, наверное, вы встречали. В Эмиратах есть компании, которые даже дают хорошие, ну, это в основном, знаете, крупные, наверное, очень крупные отрасли, это как Airlines компании, да, это авиация, это тот же
горюче-смазочные материалы, нефтяные компании, которые дают работникам очень большие, хорошие субсидии, дотации, кредиты, возможно, даже где-то можно будет скидки получают работники во всех магазинах, в ресторанах при покупке. Вы встречали, если не встречали, обратите внимание, там есть наименование компаний, которые имеют какие-то специальные карточки, которые дают им очень большие привилегии. Я это к тому, что говорю, что есть различные категории работодателей. Кто-то дает очень хорошую страховку, кто-то дает посредственную страховку. Но в целом вообще страховку должен давать работодатель, друзья. И если вы открываете компанию, вы тоже должны иметь в виду, что если на вас пожалуется работник, что вы заставляете его покупать, это тоже вам штрафы. Кстати, если вас штрафы интересуют, какие предусмотрены для работодателя за неисполнение обязательств трудового законодательства, я просто в целом скажу, что это уже дальше в законе указано от 50 тысяч дирхам до 200 тысяч дирхам в зависимости от строгости самого наказания. Но еще такой очень важный момент, друзья, это тоже касается всех. Работодатель не позволяет работать работнику на других работах, и это предусмотрено пунктом 10. То есть, если вы будете как работник работать в двух местах, это незаконно, вы должны брать согласие то есть у текущего работодателя, на чьей визе вы сидите, для того, чтобы подрабатывать в другой организации. Если вдруг это становится известным, это основание для увольнения вас по отрицательным мотивам. Друзья, очень важный момент, один из таких ключевых, про которые вы не знаете, это статья 13, опять же, пункт 11, когда вы увольняетесь, вы имеете в виду, что вообще в Эмиратах нет понятия трудовой книги, трудовой книжки, где указывается ваш стаж работы, где предусматривается там кем, на какой позиции вы должности работали. Единственное, раньше у вас было в паспорте вклейка, но сейчас даже этой вклейки нету в паспорте, о том, что у вас виза на чьем-то работодателе была, у вас будет это электронно, поэтому это и раньше было в предыдущем законе о труде, а сейчас это отдельно выделили, что работодатель обязан выдать работнику справку по истечении срока действия трудового договора. Это бесплатная справка о том, что работник работал по такое-то число с такого-то числа, на такой-то позиции, выполнял такую-то работу, вознаграждение, причина расторжения трудового договора. Сертификат не должен содержать ничего, что может нанести вред работнику, репутации или ограничить возможности его трудоустройства, друзья. То есть это такой некий документ, который дает, кстати, в наших странах тоже есть как основание подтверждения вашего стажа работы такой документ, но мы не копим же, да, от одной работы к другой такие письма, а здесь вот именно надо собирать для того, чтобы вы, возможно, будете это использовать, да. Ну, мало ли, даже кредит будете оформлять, на другую работу устраиваться, показывать стаж, то есть вашей работы, и в целом вот вашу предыдущую заработную плату, то есть все это показывается в этой справке, когда вы уходите с работы, на всякий случай возьмите, пусть лежит, оно вам лишним не будет. 12 пункт предусматривает, что работодатель несет расходы по возвращению работника на территорию его страны после окончания трудового договора. Друзья, это важная норма. Вы в ответе за тех, кого вы приняли на работу, когда работника вы привозите, вы по сути оформляете ему визу, этим вы даете ему возможность пребывать на территории Эмиратов. Как только заканчивается его виза, у него есть грейс-период там в течение 1 месяца, 30 дней для того, чтобы работник либо нашел другую работу, либо он покинул территорию. Если вы как работодатель не обратили внимания, не вернули его, если с этим работником что-то случается, это ваша ответственность. Это было и в предыдущем законе, и сейчас. То есть в любом случае вам нужно убедиться, что эта виза, статус его поменялся. То есть либо человек выехал за пределы страны, либо он нашел другую работу. Это очень важно, потому что на вас лежит ответственность за то, чтобы он вернулся в свою страну благополучно. Если он не вернулся, то предыдущий будущий его работодатель, кстати, по закону должен вам возместить, если это по испытательному сроку, друзья, там отдельная норма. Кстати, подписывайтесь у меня на YouTube, сейчас выйдет очень большой блок вопросов по трудовому законодательству. Я по каждой статье рассказала нормы. Обеспечить безопасную, подходящую рабочую среду, друзья, но это
прямо чуть ли не красным краеугольным камнем через каждую норму указывается о том, что работодатель обязан обеспечить безопасность рабочего места для работника. Ну и, конечно, это потому что связано с очень большим количеством рисков для работников. Так, сейчас у меня, наверное, заканчивается. Наверное, звук будет плохо слышно, друзья, но, в принципе, осталось последний пункт, который я хочу вам рассказать. Это любые другие обязательства, предусмотренные положениями. Это вот 14 пункт. Итого из 14 пунктов состоит в целом статья 13, которая предусматривает обязательства работодателя. Друзья, я иду к вашим вопросам. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте. Я быстренько на них постараюсь ответить. Время уже после 10, у нас закончилось мероприятие. Я подхожу к вашим вопросам. Друзья, слышно ли меня хорошо? Так, вопросы были. Если у вас остались вопросы, вы потом можете. Добрый вечер, вы консул, то сколько дней может работник находиться в ОЭ после... Да, посмотрите, после аннулирования визы вы можете находиться 30 дней, дается вам. Я об этом уже сказала. Спасибо, хорошо информируете. Вам спасибо, если будут... Как найти агентство хороших, которые не аферисты? Друзья, я не могу вам такой ответ дать, потому что... Ну, как я могу знать, аферисты это или нет, потому что вы же сами должны понимать, во-первых, что здесь рынок разный, человеческий фактор бывает везде. Даже в хорошей организации может попасться плохой работник, который испортит репутацию этой компании. Поэтому говорить, что агентство вот создается для того, чтобы просто быть мошенниками, это больше человеческий фактор. В любой организации есть такие риски, что есть человек недобросовестный, поэтому здесь трудно давать вообще оценку такому. Слышно нормально, спасибо. Уже я вам сказала, спасибо большое. Без визы, спасибо вам за информацию. Вам спасибо, друзья, за внимание. С вами была Иман Искараева. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Больше информации буду давать вам. Это только начало. У меня на YouTube-канале очень много информации по темам будет. И, в принципе, вот прямые эфиры на Инстаграм-канале буду периодически вам рассказывать. Спасибо. Всем пока.